Вітаю вас! Я Светлана, и вы потрапили в Украину. Это мой сад в Киевской области, куда я вас с радостью приглашаю. Благодарна своим подписчикам и новым зрителям. Нас уже больше 10 тысяч, и мы будем любоваться моим садом вместе. Первая десяточка. Сегодня я хотела вам рассказать про свои хвойные. Первую часть разбила на логические такие кусочки и буду показывать. Сегодня будем смотреть мои кипарисовики. Сразу хочу сказать, что у меня сад не коллекционный. Я не собираю коллекцию всевозможных хвойных, чтобы удивить весь мир. Я сажаю растения, которые мне нравятся. Вот эти кипарисовики мне очень понравились. Теперь у меня и за участком еще 6 штук их растет. 7 штук покажу вам. Они малюсенькие, только принимаются. Не коллекционные, это значит, что я хочу соблюсти в своем саду не хаос насаждений растений, а создать какую-то гармонию. Покажу в течение следующих видео, как я это осуществляла. Ну а сегодня начнем с кипарисовиков. Именно вот с этих первых ивонны. Я вам уже показывала, какие они маленькие в этой аллейке были. Помогают мне мои 4 Джек облагораживать участок, сажать сад и строить дом. Так вот, вот эти маленькие кипарисовики были посажены в 2020 году осенью, малюсенькими. И вот рядом, я вам показываю именно с этого ракурса, видео было снято в ноябре прошлого года, 2022. И вы можете сравнить, какие они стали по размеру. Выше меня. То есть прирост составил более метра. Это про то, что у кипарисовиков в характеристиках написано годовой прирост до 30 сантиметров. Более 2 метров. Сейчас мы пройдем ближе, посмотрим каждый из кипарисовиков. Я вам кратко расскажу их характеристики, особенности и даже скажу, чем некоторые из них, какими недостатками обладают. Уже по прошествии 2-3 лет в моем саду выявились и такие. Идемте, будем любоваться садом и моими хвойными растениями. Еще немножко про кипарисовик Лассена Ивонны. Этот сорт кипарисовика может вырасти до 7-10 метров, в зависимости от ухода. Все кипарисовики, сразу скажу, что любят солнечные места, дождевание по кроне и регулярный полив. Но это, в принципе, и все растения так любят. Форма природная у него очень красивая, поэтому я не формирую их, не пристригаю. Единственное, обязательно, как я уже акцентировала, смотрите, чтобы был один ствол, чтобы не пришлось его формировать позже. Это шишки на кипарисовике. На одном только у меня шишки появились. Очень красивый. Вон и вот в такой живой изгороди. Представьте, когда колышется масса ветвей вееров на ветру. Вчера у нас как раз такой сильный ветер был. Хвоя не меняет оттенок ни осенью, ни зимой. Немножко более тусклая становится. Я вам обещала плюсы и минусы сказать. Так вот, минусом у этого кипарисовика есть то, что на зиму его надо связывать. Ветви могут распадаться, если сильно много снега нападает, и поломаться. Из плюсов
самая большая сила роста именно у этого кипарисовика. Возьмите себе на заметку, если хотите изгородь. Ну а мы любуемся следующим кипарисовиком. Lawsona Pelz Blue. Считается самым голубым, даже синим кипарисовиком. Такой же быстро растущий сорт, как и Ивонны. У меня посажен 2 года спустя после Ивонны. То есть ему только 2-й год в моем саду. Еще он пережил пересадку, поэтому по росту догоняет старшего брата. Стройная конусовидная форма у него. Ветви растут вертикально, тоже веерами, но кончики, молодые края веточек могут поникать. Немножко как бы рыхлый в молодом возрасте, а потом уже силу наберет и более ровный, красивый, колонновидный. Стального цвета, даже я бы сказала, цвет хвои у него. Климатическая зона 6А. И это как бы недостаток. В более холодных регионах или областях его надо будет укрывать агроволокном. Неприхотливый, как и все кипарисовики, к вредителям, климатическим условиям, любит полив. Земля у меня замульчирована и проложен капельная трубка проложена. На фоне зеленой инверсы. Видите, какой голубой он? Тоже могут быть шишки. Следующий кипарисовик Lawsona Eluma. Посажено у меня 2 куста с 2 сторон от крыльца. Форма у него широкая капля. Цвет сизо-голубой, молодые приросты, салатово-изумрудные. Хвоя очень мягкая и плоская. Немножко голубоватый блеск. Видите, он 2-й. Отношение к свету у него. Любит свет, поэтому он у меня немножко с одной стороны, со стороны террасы, видите, не такой наросший. Как бы капля в одну сторону больше. Ну, поэтому, если хотите прямо красивый со всех сторон, сажайте с солитером, и чтобы солнышко гуляло вокруг него. Вееры тоже распадаются, поэтому из недостатков его приходится зимой мне тоже связывать. Любит стрижку, но я эти кипарисовики не формирую, потому что мне нравится их природная форма. К почвам не требовательный. Красивые вееры, когда ветерок, когда дождик, как перья павлина. Когда молодые приросты, видите, 3 раза за сезон приросты бывают. А это его тоже брат, только кипарисовик Elumi Gold. Elumi значит хвоя имеет золотисто-салатовый оттенок. Форма будет точно такая же. В высоту нарастет и Elumi Gold до 5 метров. Но у нас тут крыша террасы будет. По цвету, по форме очень мне понравились. Сейчас у меня уже их растет 6 штук. С большим 4 или 5 метров расстояния между ними я выбрала. И вдоль дома всего будут украшать входы с 2 сторон. Среди роз посажены, чтобы в зимний период, когда розы закрыты, украшали клумбы. Веерообразные, то есть с самого низу вот эти плоские веточки от ствола отходят. Обязательно проверяйте при покупке, чтобы был один ствол, чтобы не пришлось удалять. Если он пойдет в 2 ствола, у него будет некрасивая форма, и он не будет наращиваться. Видите, с одной стороны ветром его задуло. Но эти моложе кусты у меня, чем Elumi.
они меньше, но уже форму свою показывают. Любят кислые почвы, к вредителям устойчивые, к болезням устойчивые. Одну обработку в сезон я делаю в начале сезона от вредителей и болезней, и все. От клеща надо еще смотреть летом, если сильно сухое, жаркое лето, обработку от клеща делать. Следующий кипарисовик, горохоплодный булевард. Ну вот этот красавчик, он такой привередливый. Расскажу почему. Крона у него загадочная, сказочная, видите, он такой как рыхлый, но очень красив и гордится собой. Мягкая хвоя у него, нескольких оттенков. Издали лучше видно голубовато, белый, серый и темно-зеленый. Как хвоинки нескольких оттенков. Но он не такой голубой, конечно, как пельц блю. Вот тут лучше видно цвет его хвои. Капельки играют. Так в чем же его привередливость? В том, что старая хвоя плохо чистится весной и сама почти не опадает. Я этой весной в несколько приемов убирала ее, выделяла по часу, по два и чистила, вырезала секатором. Ну, знаете, как у всех сильно красивых, какой-то есть такой маленький недостаток. Я с ним мирюсь. У меня климат ему, видимо, подошел. Он немножко тенелюбивый. Сильно полив не любит, любит дождевание. Разросся, вон видно, хвоя немножко все-таки пооставалась. В высоту он будет 5-7 метров. В ширину до 2. Очень любит формировки. Из него топиарные формы красивые. Украшает мой микс-бордер возле лавочки. Связывать не надо, единственное, вот чистить его от хвои приходится. Медленно растущий кипарисовик. Ну а вот этот горохоплодный Тедди Бир. Медвежонок Тедди. Смотрите, какой он стал. Если вы видели мои обзоры зимние в прошлом году, там я его даже толком снять не могла. И присаживалась, и обходила. Он такой малюсенький был, можно посмотреть, открыть. Изумрудно-зеленая хвоя. Необычное сложение. Видите, структура самой веточки. Как листок папоротника закрученный. Каждый новый пучок хвоинки как перекрученный в другую сторону, завивается. Медленно растущий. Будет в высоту метр, 1,20 м, но во все стороны вот такие причудливые, тоже как из сказки, из какой-то веточки, будут во все стороны. Немножко полутень. У меня второй Тедди Бир рос в полной тени, то ему там не понравилось. Еще и розы его в летнее время закрыли. То пересадила в новый микс-бордер. Думаю, таким же красавчиком будет. Изумрудный. Растет вдоль дорожки. Проходишь и так рукой задеваешь. Тоже суглинки любит, замульчирован, капельная трубка проложена. Этот сорт кальций ФОП, то есть он совершенно не переносит никаких известкований, даже на нейтральных почвах он вообще будет плохо расти, только кислую почву. Суглинки замульчирован у меня, поэтому понравилось, наверное. Медвежонок Тедди. Ну и завершает, скажем так, мой обзор кипарисовиков новый житель моего сада
Elwood's Gold. Золото Элвуда. У него хвоя весной будет золотистая-золотистая, на солнце играть. Сейчас он это посажен вот совсем недавно. Сейчас он такой салатово слегка желтоватый. Немножко рыхлая крона. Интересно, у него, знаете, что вершина как форма пламени. То есть одна веточка выше, другая ниже. Это медленно растущий сорт. Из недостатков у него 7-я зона зимостойкости. То есть он в более холодных регионах в открытом грунте не будет расти. Его надо будет заносить в крытую террасу или в прохладное место, освещенное заносить. Поэтому там, где температуры ниже, он для контейнерной посадки подходит. В открытом грунте вы с ним замучаетесь. Даже у нас в Киевской области я буду его агроволокном на зиму. Но в питомнике мне сказали, что 2-3 года и он акклиматизируется. У них на открытой клумбе мне показывали большой 2-метровый. Это карлик. Я уже карлики стала выбирать свой сад. Нету мест. Посмотрю, как он себя чувствует. Наверное, на следующий год для контейнеров на крыльцо посажу еще 2 экземпляра. Я люблю парные посадки, люблю несколько раз, чтобы кипарисовики и растения повторялись в саду. В моем саду появилось еще 2 кипарисовика. Это нанограцилис. Они у меня были, но, к сожалению, по недосмотру они очень маленькие были и пропали. Поэтому я решила их повторить и в этот раз не делать предыдущих ошибок. Покажу этот сорт в одном из следующих обзорных моих хвойных. Ну и закончить свое видео обзор кипарисовиков я хочу именно на этом месте. В следующий раз пойдем смотреть что-то из цветущих растений, летних цветов, может быть розы, может быть рододендроны, вам покажу свои. Ну, еще подумаю, что и как. А через 1 или через 2 видео мы продолжим обзор моих хвойных. Покажу, наверное, ели, пихты и шаровидные туи. Благодарна, что вы поставили лайк. Всего хорошего и ярких красок, таких как сегодняшний, последний октябрьский почти денек. До побачення.